Привет! В этом видео мы кратко познакомимся со скелетами в Spine. Скелет представляет собой анимированный персонаж или объект. Он содержит кости, слоты, вложения, анимации и другие элементы, которые отображаются в иерархии скелета. В проекте может быть несколько скелетов. Чтобы добавить новый скелет, нажмите пункт меню New Skeleet в главном меню. Пишем название скелета. Нажимаем ОК, и теперь он отображается в иерархии. Чтобы удалить скелет, выделяем нужный скелет и нажимаем кнопку удаления в настройках скелета. Также в настройках скелета вы можете найти такие опции, как дублирование скелета. При нажатии на кнопку создается точная копия скелета со всеми настройками и анимациями. А также можно найти кнопку переименования скелета. В принципе, переименовать любой созданный вами элемент в иерархии также можно и через двойной клик по названию. Последней опцией скелета является опция экспорта. Данная опция присутствует не только у скелета, ее можно найти в настройках вложений, скинов и анимаций. Если чекбокс «Экспорт» снят, то скелет вообще не будет экспортироваться. Никакие JSON или бинарные данные не будут экспортированы. Также не будет экспортировано изображение, видео для данного скелета. По умолчанию этот чекбокс активный. Отключение экспорта для вашего скелета может быть полезно для хранения каких-либо шаблонов или фоновых изображений, которые используются в Spine, допустим, в качестве референса или бэкапа. Если в проекте имеется несколько скелетов, то они отображаются на экране в том порядке, в котором они отображаются в иерархии. Как видите, сейчас у нас в проекте 3 скелета. Скелеты можно перетаскивать в иерархии. Это изменит их порядок отрисовки. Скелеты, расположенные выше в иерархии, отображаются поверх скелетов, расположенных ниже в иерархии. В Spine невозможно сделать так, чтобы некоторые части скелета были нарисованы перед другим скелетом, а другие части за ним. Если в этом есть необходимость, то проще всего использовать один скелет, в котором будут присутствовать два персонажа. Другим вариантом является использование 3 скелетов. То есть нужно разделить один из скелетов на 2 части, чтобы между ними расположить второй скелет. Есть еще третий вариант. Это разделение отрисовки скелетов в Unity с помощью встроенного в API Spine инструмента для Unity. Он называется Skeleton Separator. О нем мы будем говорить значительно позже, когда будем изучать интеграцию Spine в Unity. Также весь скелет можно скрыть, нажав на точку видимости рядом с ним в иерархии. Когда скелет скрыт, все ресурсы для него выгружаются. Но это не отображается в окне просмотра, на графике, в Options и других меню. Но не значит, что он не экспортируется. Любые скрытые скелеты по-прежнему экспортируются. Обычно скелеты скрываются для удобства работы, чтобы они не отвлекали от текущего скелета. Есть проекты, в которых могут встречаться более 50 скелетов. Конечно, работать при видимости всех скелетов практически невозможно. На этом мы закончим наш урок про скелеты в Spine. Если сейчас что-то непонятно, не переживайте. С каждым последующим уроком вы все больше будете понимать логику работы в Spine. Но в следующем уроке мы рассмотрим такой элемент скелета, как кости. Всем пока!